Всем привет! Сегодня приготовим один из самых вкусных тортов – торт Наполеон. Хрустящие слоеные коржи и заварной крем с добавлением сливок. Идеальный вариант к чаю. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Приготовим слоеное тесто. Данный способ самый легкий, как по мне. Для этого нам нужно хорошо замороженное сливочное масло жирностью 72,5% либо 82,5%. Его нужно натереть на крупной терке в муке. Быстренько натираем, затем смешиваем с мукой, прям вот так вот руками. Долго смешивать не нужно. Нам нужно, чтобы тесто получилось слоеное. Просто перемешиваем с мукой. Далее сюда добавляем одно яйцо, холодную воду, можно сказать даже ледяную воду, заранее положите ее в холодильник, столовую ложку уксуса для того, чтобы коржи были хрустящими, и соль. Точное количество ингредиентов есть внизу в описании под видео. Замешиваем тесто. Но тесто тоже долго месить не нужно, просто собираем, чтобы полностью собралось в один шар теста. Можно перейти на рабочую поверхность, либо на силиконовый коврик. Перекладываем полностью тесто. Муки больше добавлять не нужно, данного количества достаточно. Тесто должно быть мягким. Вот таким образом собираем полностью все крошки. Соединяем. И нам нужно поделить тесто на 8 равных частей. Кто-то делит данное тесто даже на 10 равных частей. Я поделила на 8 частей. Коржи будут диаметром 20 сантиметров. Они при выпечке еще уменьшатся. Поэтому 8 нормально. Делим на 8 частей, формируем кругляшки. Закрываем пищевой пленкой. И убираем тесто в холодильник на 1 час. Тесто должно хорошо охладиться. Пока наше тесто охлаждается, приготовим заварной крем. Заварной крем идеально подходит для торта Наполеон. Готовится он легко. Молоко ставим в кастрюльку на плиту, оно должно греться. Тем временем в яйца добавляем сахар, перемешиваем венчиком. Также можно добавить ванильный сахар, либо ванилин. Тщательно венчиком перемешиваем яйца с сахаром. Сахар должен раствориться. Все это время молоко у нас хорошо должно разогреться, должно стать горячим, но не закипеть. Затем сюда же добавляем кукурузный крахмал. Крахмал обязательно кукурузный, не картофельный. И перемешиваем. Также венчиком тщательно перемешиваем, чтобы не осталось комочков. Вот такая масса у нас должна получиться. Далее сюда добавляем горячее молоко. Немного, часть молока добавляем, перемешиваем все венчиком. И обратно заливаем все в кастрюльку с молоком. Плиту ставим на средний огонь и непрерывно перемешиваем. Через несколько минут масса у нас начнет густеть. Все это время нужно перемешивать, не переставая, чтобы не образовалось комочков. Вот так должен загустеть наш крем. Потом выключаем плиту, кладем сливочное масло. Оставляем его в горячем креме, оно полностью растает. Хорошенько перемешиваем и закрываем пищевой пленкой. Убираем в холодильник до полного остывания. Пока наш крем будет остывать, мы испечем коржи. Для этого каждый кругляшок теста раскатываем и вырезаем нужного диаметра. Я вырезала диаметром 20 сантиметров. При выпечке корж немного уменьшится. И он будет диаметром примерно 18 сантиметров. Края также оставляем, они нам понадобятся для посыпки торта.
Коржи выпекаются около 10 минут при 180 градусов. Вот такие вот румяные, пышные, слоеные коржи у нас получились. В общей сложности 8 штук. Посмотрите, какие классные слоеные коржи. И вот такая вот посыпка. Ее измельчаем прямо руками. Она очень легко измельчается. Теперь можем собирать наш торт. Для этого нужно доделать крем. Сливки жирностью 33% взбиваем. Затем туда добавляем наш заварной крем. И все перемешиваем еще пару минут. Получается такой нежный, воздушный заварной крем на сливках. Теперь собираем торт на подложке. Я обычно выкладываю вот так в пергамент, когда торт посыпается сверху посыпкой, чтобы тарелка осталась чистой. Немного крема кладем на подложку и собираем торт. На первый корж выкладываем 2-3 столовые ложки крема. Крема можно класть прям побольше, не жалеть. И таким образом собираем все коржи. Крема достаточно у нас. В конце нужно будет оставить для того, чтобы смазать бока торта и верхушку. Самый последний корж нужно перевернуть, чтобы верхняя часть была ровной. Теперь смазываем верхнюю часть, бока торта. Делаем нашу посыпку. И нам остается только ждать. Если хотите, чтобы коржи были хрустящие, можно через 2 часа уже подавать к столу. Если оставить торт на ночь, то торт хорошо пропитается и будет очень мягкий. После того, как посыпку полностью покрыли торт, аккуратно убираем пергамент. Вот таким вот образом. Убираем торт в холодильник. У меня он простоял ночь. Теперь можем посмотреть, какой он у нас получился в разрезе. Я его решила переставить на подставку. У меня вот такая новая подставочка для торта появилась, очень красивая. Давайте посмотрим, какой торт в разрезе. Очень высокий, тяжелый такой. И очень-очень вкусный торт получился. Посмотрите, какая красота. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Скоро будет много новых, полезных и вкусных рецептов. Всем спасибо за просмотр. Пока.